Привет, друзья! Меня зовут Евгения, и вы на канале Семейный Handmade. Сегодня мы с вами будем переделывать старые вещи. А точнее, мы с вами переделаем обычные алюминиевые бидоны в потрясающей красоты керамические вазы или кашпо. Заинтриговала? Тогда давайте скорее приступим к работе. Еще летом 2020 года я забрала с родительской дачи два старых алюминиевых бидона. И вот, наконец-то, у меня дошли до них руки. Хотя я к этому отношусь иначе. Думаю, что сам предмет наконец-то понял, каким он хочет стать. Алюминиевые бидоны решили стать керамическими. А мне лишь осталось им немного помочь. Бидоны с внешней стороны я покрыла белым акриловым грунтом от X-Aqua. Грунт наносила губкой. Но то ли я не засняла этот процесс, то ли видео потерялось, но в итоге вы видите бидоны вот в таком белом цвете. Не спешите расстраиваться, бидоны еще не дозагрунтованы до конца, поэтому позже я снова вернусь к этой работе. А пока займемся их декором. В первую очередь нам понадобятся большие силиконовые молды, которые мы делали сами из герметика. Ссылка на мастер-класс в подсказке и в описании под этим видео. Также нам понадобится любая самоотвердевающая масса. Можно использовать самодельную. Я же взяла два вида массы фирмы Darby – Kids и Rock. Kids мне, кстати, понравилось больше. Массу хорошо разминаем и заполняем ею молд. Заполняем тщательно, чтобы не осталось пустот. Промазываем верхнюю часть клеем ПВА. Находим у бидона с лицевой стороны центр и приклеиваем рамочку на бидон. То есть прижимаем молд к бидону и очень аккуратно начинаем снимать молд, чтобы не повредить и не помять фигурку. В некоторых местах я не очень тщательно заполнила молд массой, поэтому кое-где остались небольшие пустоты и трещинки. Но так как я делаю бидоны под старину, мне это даже на руку. Будет смотреться более естественно. Так как у меня два бидона, на один я решила сделать овальную рамочку, а на второй рамочку сердечко. Сердечко делаю точно так же, как и овал. И оставляем рамочки на просушку. Я оставила на ночь. А вот следующий этап я даже сначала не хотела показывать на видео, потому что выглядит он, крайне неэстетично. Но потом решила, что на самом деле творчество выглядит именно так. Итог красивый, но процесс иногда бывает очень неприглядный. В общем, одна из пачек массы пришла мне бракованной, то есть упаковка была прорезана, и в этом месте масса начала подсыхать. Я решила ее реанимировать, размочить в воде и размять. И, естественно, пока я массу разминала, она ровным слоем покрыла мне все руки. А чтобы вот этот остаток массы с рук не выбрасывать, я решила замазать ею внутреннюю часть рамочек, тем самым добавив фактуры и заодно убрав некоторые трещинки. Вы можете этого не делать или заменить мою кашеобразную массу на обычную шпатлевку. Получится все то же самое. Сушим и переходим к следующему декору. Я решила использовать те молды, которые раньше не использовала. Ангелочки и розочки. Кстати, на все материалы, которые я использую в этом мастер-классе, я постараюсь оставить ссылочки в описании под этим видео. В таких рамочках хорошо будут смотреться не только объемные элементы, но и какие-то надписи. И даже если вы оставите рамочки пустыми, то это тоже будет смотреться неплохо. Верхний изгиб бидонов я решила украсить бордюром. Так бидоны постепенно теряют свою классическую форму
и становятся больше похожими на вазы. Естественно, длины молота бордюра мне не хватило, его пришлось стыковать. И имейте в виду, что после высыхания любая масса даст усадку, и в местах стыков у вас обязательно появятся пустоты. Не забудьте потом заполнить эти пустоты массой. Полностью украшать бидоны лепниной мне не хотелось, но и оставлять их пустыми тоже казалось неправильным. Поэтому дальше нам понадобится трафарет с подходящим узором, шпатлевка по дереву и мастихин или ненужная пластиковая карта. Да, ей можно смело заменить мастихин. Поворачиваем бидон задней стороной и начинаем работу именно с нее. Так рисунок придет на лицевую сторону одинаково и слева, и справа. Фиксируем трафарет по верхнему краю бидона с помощью малярного скотча и начинаем заполнять трафарет шпатлевкой. Когда рисунок будет полностью заполнен, аккуратно отклеиваем малярный скотч и снимаем трафарет. Трафарет обязательно сразу помойте. Даем шпатлевке подсохнуть в течение часа-полтора и снова закрепляем трафарет на бидоне так, чтобы рисунок совпал с ранее нанесенным узором. И снова наносим шпатлевку. И так частями заполняем узором всю поверхность бидона. После того, как вся шпатлевка просохнет, снова возвращаемся к самоотвердевающей массе. На нижний край бидонов тоже просится бордюр, но тот, который я использовала сверху, на второй бидон не поместится. Поэтому для нижнего края я буду использовать молот витой шнур. Процесс все тот же. Заполняем молот массой, промазываем клеем ПВА и приклеиваем к бидону. И чтобы горлышки бидонов не выбивались из общего стиля, их я тоже решила украсить вот таким элементом с завитушками и цветочком. Несмотря на то, что из бидонов я делаю вазы, крышки я решила оставить. Пусть будут, мало ли пригодятся. Поэтому и их я решила немного преобразить. Рамочки вокруг ручек и немного цветочных элементов по кругу. По
Помните, в начале видео я сказала, что мы еще вернемся к грунтовке? Не обманула, возвращаемся. Вот тот самый грунт от X-Aqua и кисть Sponge, о которых я вам говорила. Я догрунтовываю свои бидоны, а вы можете все это сделать в самом начале работы. Грунтую нижние стороны крышек и внутреннюю часть горлышек бидонов до того места, где бидоны начинают расширяться. И не забываю про ручки. Последний подготовительный этап перед росписью – это шлифовка. Берем пилочку для ногтей или наждачную бумагу с самым мелким зерном и совсем немного шлифуем узор из шпатлевки. Нам нужно просто сгладить поверхность, убрав острые краешки и заусенцы. После шлифовки протираем бидоны влажной тряпочкой и переходим к росписи. Я буду использовать интерьерные краски. Они очень похожи на меловые, но можно использовать и обычные акриловые. Выбираем желаемый базовый цвет. У меня это мятный чай и солнечный блеск. И раскрашиваем в эти цвета бидоны. Так как мои краски очень укрывистые, мне хватило для полного покрытия одного слоя. Даем бидонам высохнуть и дальше будем их состаривать. Берем коричневую краску и сильно разводим ее водой, чтобы получилась такая коричневая водичка. И раскрашиваем этой водичкой бидоны, особое внимание уделяя всем ямочкам, трещинкам и углублениям. Даем краске немного подсохнуть, берем влажную тряпочку и протираем все выступающие элементы. И посмотрите, как сразу начинает проявляться рельеф. Мне удобнее состаривать бидон частями, но в принципе это можно сделать и за один заход. Если вы где-то сотрете базовый цвет, в моем случае желтый или зеленый, ничего страшного, это еще не итоговый вариант. Первого слоя затемнения мне показалось маловато, поэтому я нанесла второй слой. Но в целом процедуру состаривания можно повторять до тех пор, пока результат вас полностью не устроит. Дальше мы будем работать в технике сухой кисти. Берем ту краску, которую использовали в качестве базового цвета. Набираем ее на сухую кисть, излишки краски вытираем о палитру или лист бумаги и высветляем самые выступающие элементы бидонов. Чтобы сделать расцветку бидонов поинтереснее и поживее, нужно добавить к базовому цвету какой-то близкий оттенок или хорошо сочетающийся цвет. Так как у меня бидоны разных цветов, я просто поменяю их базовые цвета местами. То есть для желтого бидона возьму зеленую краску, а для зеленого наоборот желтую.
И сухой кистью также проходимся этим новым цветом по самым выступающим элементам. И кое-где в хаотичном порядке наносим этот цвет точечно по всей поверхности бидона. Теперь возьмем белую краску, у меня цвет называется благородная глина, и снова сухой кистью, еле касаясь поверхности, высветляем бидоны в некоторых местах. По желанию можно добавить и золотой краски. Я достаточно часто использую ее в работах. Золото переливается очень деликатно, и в целом с ним работа смотрится благороднее. Снова вернемся к коричневой краске и совсем чуть-чуть испачкаем наши бидоны в тех местах, где, на ваш взгляд, вековая грязь должна была въесться в керамические вазы. И последним завершающим штрихом будет имитация мха. Чтобы цвет зеленой краски получился более натуральным, добавьте в нее немного коричневой краски. Мох тоже нужно изобразить точечно, только в тех местах, в которые постоянно могла бы попадать влага, то есть в каких-то углублениях и трещинках. С последними двумя этапами главное не переборщить, они нужны только как точечные акценты. Все бидоны покрывать грязью и мхом ни в коем случае не нужно. Чтобы бидоны можно было спокойно протирать и не бояться повредить покрытие, их желательно защитить матовым акриловым лаком или воском. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. По-моему, узнать в этих очаровательных вазах или кашпо, кому как больше нравится, обычные алюминиевые бидоны уже почти нереально. На ощупь тоже от металла не осталось и следа. Так что имитация старинной керамики удалась на 100%. Честно говоря, сегодняшний мастер-класс дался мне почему-то очень тяжело. Сначала я достаточно длительное время снимала это видео, потом также долго его обрабатывала. И может быть дело в том, что техника не совсем моя, но скорее всего дело в том, что у меня снизилась мотивация. Поэтому, если у кого-то из вас есть проверенные и действующие способы, как снова начать получать удовольствие от любимой работы, пишите об этом в комментариях. Уверена, ваши советы пригодятся не только мне. Ну и, конечно же, мне будет очень приятно, если вы поставите под этим видео пальчики вверх и подпишитесь на мой канал, если по каким-то причинам вы до сих пор этого еще не сделали. Ведь, несмотря ни на что, на этом канале будут продолжать выходить видео, и впереди вас ждет еще очень много всего интересного.
А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.